Всем доброго утра! С вами, как всегда, Багира на канале Дневник Багира. И вот мы с вами встречаемся опять на мукбанге. Сегодня немножечко позже я проснулась, потому что я вчера уснула вся на эмоциях. Проснулась я сегодня в 5:30. Я проспала все. Не надо было пораньше встать. Не получилось. Ну, как всегда, впрочем, сегодня снова у нас паста, грибы, котлета, помидоры и салат с капустой с огурцами. На улице опять жара, девочки, невозможная. Я уже одела купальник, поставила готовить гороховый суп. Знаете, девчонки, надо еще тесто поставить, все некогда. И хочу посмотреть воду, искупаться, это тоже время надо, да? И все хочу успеть, потому что, ну, уже скоро выезжать, на работу надо. Угу. Дела никогда не заканчиваются, девочки, дома. Никогда. Сегодня стирку надо замутить. Прям вообще караул. Помидор стреляет. Вот. Все бегом. Уже горох на ночь замочила. Промывала его в нескольких водах. Раз 20, наверное, вчера. Грязный горох был. А он уже разбух. Хотела сходить на пляж пораньше, да, пока солнце еще не высоко. Ну, уже надо готовить, а то закиснет. Не знаю, девочки, за что хвататься. Еще тесто надо поставить. Я обещала вам рассказать о пользе сока лопуха. Я хотела вам подробно историю и причину назвать. Почему я стала его использовать. Но это очень долго, девочка. Это получится в 2 ролика, наверное, тогда. Я решила покороче. В 38 лет у меня обнаружили миому матки. И ярко выраженный эндометриоз. До этого у меня были заболевания хронические, агнексит, еще что-то. А все начиналось с скальпита. И это я простыла. Никак не получается, короче. Простыла на рынке, когда после гибели первого мужа я рассказывала, что я торговала на рынке. Ну, застудила все придатки за зиму. Ну вот. Это все переросло потом. Все дела, девочка. Очень вкусно. Я обалдею. Вот. А я кто в интернет стала читать о пользе лопуха. Там было предложено сок лопух. Он лечит миому, эндометриоз и многое всякое. Так что и хорошо очень прогоняет желчь. Освобождает печень, желчный пузырь. Угу. По поводу желчи вообще никаких лекарств не надо пить, если вы будете пить сок лопуха. Как я его изготавливаю? У нас в овраге, где раньше мои жили предки, там растет лопух. Но его мало. Мы его набираем
середины мая. До цветения. Привозим домой. Я промываю каждый лист в ванной. На это требуется очень много часов. Замачиваю на ночь в ванной. Потом промыла каждый лист. Убрала. Ну, часа 4-5 уходит, девочки. Где-то чуть-чуть побольше половины мешка листьев. Потом на ночь замачиваешь холодной водой в ванной, чтобы покрыл эти листья. А пораньше, часиков 4-5, его убираешь. Он стекает на скамеечке, у меня там порциями стекает. Я его начинаю крутить через мясорубку, через электромясорубку. Пропускаю весь лист. Тоже это часов 4-5. Это очень долгая процедура. Пропустила. Он вместе со жмыхом. А жмых процеживаю через марлю. Беру марлю чистую. Складываю туда тоже частями жмых. Мы с соком. Другую уже посуду процедила. Жмых откинула в третью посуду. Весь так процедила. Жмых откинула, жмых я не выкидываю. Заливаю его кипяченой водой. Охлажденной кипяченой водой. Полностью жмых закрываю на один палец, чтобы сверху была водичка. Вот. Стоит это все дело 3-4 часа. Я опять процеживаю весь жмых через марлю. Вода забирает все самое полезное из жмыха в течение 3-4 часов. И потом вот этот вот сок из жмыха, да, уже остаточный с водой, я перемешиваю уже в отдельной посуде с чистым соком. С чистым. Беру стаканчики в аптеке 100-граммовые для сдачи мочи. Их я мою. Просто мою. И разливаю это все по стаканчикам. И в морозильную камеру. Потом достаю один стаканчик, он размораживается, медленно он размораживается. Я пью сок. Начинать надо сок пить с чайной ложки. Первый день чайная ложка. Одна. Второй день чайная ложка одна. Третий день десертная ложка одна. Четвертый день десертная ложка одна. Пятый день 2 ложки десертный пьем утром и вечером до еды за полчаса. Шестой день 3 десертных ложки утром, обед и вечером до еды. Переходим на столовую ложку. 7-й день. И начинаем пить по столовой ложке на 7-й день, 8-й день, как хотите. Пить надо очень медленно начинать, чтобы организм привыкнул. Потому что это сок лопуха, он такой, знаете, для организма тяжелый. Сразу его не пьют. По много. Вот. И пьете по столовой ложке до еды 3 раза в день. Это надо все пропить месяц. Месяц пьете, месяц не пьете. Месяц пьете. Я сама тоже сделала ошибку.
Сразу скажу, девочки, что я так не делала. Как надо. Это моя глупость. Поэтому я до конца не залечила эндометриоз и миому. Так надо сделать 3 месяца. Ну, практически с осени до зимы или зимы до весны. Я 2 года пила только по месяцу, девчонки. Но результаты были очень хорошие. Я через месяц пропивания сока, да, проходила УЗИ. Миома у меня не обнаруживалась вообще. Вообще не обнаруживалась. И какого? Эндометриоз был уже не ярко выраженный. Он был, но ставили уже диагноз простой эндометриоз, там незначительный. Если бы я пила бы его как положено, то бы это дело все рассосалось. Сок лопуха, он также мочегонное средство. Желчегонное. В соке лопуха очень много витаминов. Там целый клозет, можете почитать в интернете, девочки. Он также мужчинам очень полезен для простаты. Да, вы не смейтесь. Очень много мужчин, девочки, вот в связи со своей работой я знаю. Я сталкиваюсь, да, с людьми. Ничего смешного нет. Заболевание простаты — это очень серьезно и опасно. Это так же, как и по женскому болезни все. Мужчины не любят обследоваться уролога, потому что им нужно идти к урологу. Уролог засовывает палец в задницу. Я прямо говорю. Доктору надо прощупать, да, простату. Для этого ему надо засунуть палец в задницу. Простата находится через задницу. Мужчина не каждый готов стать раком перед врачом и дать ему засунуть палец в задницу. Понимаете, девочки? Я вам честно говорю. А то он и мужчина. Для них это все табу. Вот. А это надо, мальчики. Обязательно. Потому что очень много народу, очень много ребят после 30 лет начинают заболевать. Если вовремя не лечить простатит, он переходит сначала в аденому, потом он переходит в импотенцию и, конечно, соответственно, в онкологию. Он никуда не денется. Простатит, он никуда не денется, он сам по себе не рассосется. Так что, ребята, обращайтесь к вам. Ну, только к девочкам. За простатой обязательно следите. Ничего смешного в этом нет. Это жизнь. Это наше здоровье. И вот, и сок лопуха, он также помогает. Быстро поела, да? Тороплюсь, потому что он также помогает при заболевании простаты. Ну, ребята сами делайте не будут это, если только сделают им их жены в пушке заряжены. Вот. Лекарство пью. Вот так, девочки. У меня с прошлого года осталось 9 стаканчиков. Я вытаскивать не буду, в морозилке лежит, девчонки. Не хочу возиться. Но поверьте мне на слово, у меня лежит в холодильнике. Я приеду домой, когда вернусь.
Я его обязательно пропью за зиму. И в этом году я не успела в мае сделать сок. Я очень сильно, конечно, переживала, потому что я была в отъезде. Я уехала 7 мая на работу в Шилово, в Рязань, в Рязанскую область, да. И пробыла там до 19 июня. Соответственно, я не успела сделать сок лопуха. На следующий год я обязательно постараюсь кровь из носа. Никуда не ехать в это время, если, конечно, все будет хорошо у нас. Сделать сок лопуха, девчонки. Обязательно кровь из носа. Не ленитесь. Даже для профилактики это, даже вот если у кого-то нет по женскому заболеванию, да, нету простатита, он сам по себе, девочки, полезен для профилактики. Он очищает хорошо кровь. Он нормализует вообще давление, все там, гипертония, там все там лечится. Ну, не лечится до конца, но профилактика идет, да. Очищает сосуды. Ну, я сейчас не помню точно, я не могу вам прям рассказать всю информацию. Вы уж меня извините, конечно. Вот, но я читала о нем. Я его очень много искала перед этим, как его делать. Я его искала в Московской области, в Москве, в Чебоксарах, по Чувашии, в аптеках. И его нигде не продают. Его только продают в интернет-магазине. 100 грамм там 150 рублей тогда стоило. Но я не доверяю никаким интернет-магазинам по поводу вот таких соков, да. Неизвестно, какой лопух, из какого лопуха они сделали. Может, на дороге собрали, понимаете, в пылюке, в грязюке. Вполне возможно. Почему я должна кому-то это доверять и... Ну, сами понимаете, да? Вот. Как бы. Поэтому я решила, девочки, это сделать сама. Я делала, пила. Я об этом не жалею. Потом у меня прошло время, да, сейчас вот у меня опять ходила на УЗИ вчера. Опять появилась миома. Миома небольшая, девочки. Вот она вообще, она у меня и маленькая была в 38 лет. И сейчас опять появилась. И я уже переживаю, понимаете, потому что миома имеет свойство, оно такое... Оно может не расти, и потом бац, короче, и вырасти, вы понимаете, да, прям за очень короткий срок. Это неприятная, конечно, штука такая. Это, ну, неправильно работает уже гормонная система организма, да, вот там гормоны, все такое. И, кстати, знаете, с медицинской точки зрения миома вообще ничем не лечится. Не лечится она, нету таких препаратов нигде. Вот. Ни миома, ни эндометриоз. У меня была пациентка, царство небесное, в Солнечногорске. Вот. Она весила 250-300 килограмм, да, но она тяжело болела, у нее 2 инсульта было, она лежачая была. Я за ней ухаживала 3 года тому назад. Она работала гинекологом. Она была не просто гинеколог и не просто женщина. Она была заведующей гинекологией и оперирующий врач. Она была очень хорошим врачом, она была очень уважаемым человеком в Солнечногорске. Солнечногорск – это Московская область. Ее знал весь Солнечногорск. Все женщины к ней шли. Она очень много людям помогла. И она также принимала роды. Она лечила от бесплодия. Она очень большую работу проделала, девочки. Вот, очень хороший человек был, очень прекрасный человек. Она была очень чистая женщина, светлая женщина. Ну, получилось так, вот у нее здоровье подорвало, да, и она ушла в 56 лет, на 57-м году жизни. Вот, это после моего отъезда. Ой, это все, конечно, очень печально. И вот мы с ней разговаривали, когда я находилась у нее, да. Я спросила, я говорю, а вообще эндометриоз, говорю, лечится с миомой? Она сказала, нет. Нет. Она была профессионал своего дела. Перед этим, как тяжело болеть, она даже перестала ходить домой, потому что у нее был очень большой вес, ей было тяжело домой ходить. Она уже не пролазила в свою машину большую, в джип. Она отдала как бы зятю с дочкой, у нее одна единственная дочь. Ходить ей было ногами тяжело, и она жила уже на работе, девочки, 2 года. 2 года она жила на работе, но уже потом случился инсульт. Первый. И все, девочки. Вот. А потом второй. Вот после второго я с ней работала, она уже лежала, у нее были очень большие пролежни, и все страшно было. Это уже другая тема.
Вот, мои хорошие, ладно, я буду вас загружать. У меня надо обязательно, я не знаю, записывать я суп, наверное, не буду, девчонки. Но на это тоже надо время. Не знаю записывать, не знаю, что делать. У меня очень много дел, девочки. Ну, может, запишу просто, из каких ингредиентов я готовлю суп. Покажу я вам, ладно? Я так в словах расскажу, как готовлю суп. У меня, кстати, есть там рецепт. Я сейчас оставлю ссылочку, где я показываю, что я делала с лопухом. Там, как его мыла, промывала. Не то, что делала, по-моему. Я там крутила на видео. Ссылочку. И ссылочку, конечно же, на Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на Яндекс.Дзен. Я вас очень прошу. Кто еще не подписался, да, чтобы как бы не терять меня и мне не терять вас, свою аудиторию. Там подписались люди, но маловато. Почему-то вот столько много просмотров, у меня столько прибавилось много подписчиков. И вы на что надеетесь, люди? Я вам честно говорю, зачем вы надеетесь на YouTube? Да, мне тоже не нравится Яндекс.Дзен, я вам положу руку на сердце. Мне очень нравится YouTube, мне легко с YouTube. Очень легко. Как блогеру мне легко работать с YouTube, да? А что делать, если эта платформа закроется? Что делать? Что вы ждете? Вы ждете у моря погоды? Ну, если вам, конечно же, Багира безразлична, я так понимаю, да, если, значит, вы не будете подписываться на Яндекс.Дзен. Кому не безразличен, тот человек подписался. Вот. Я не знаю, чего вы боитесь подписаться, значит, ну, значит, так и расстанемся, короче говоря. Предупрежден, значит, вооружен. Я вас всех предупредила. Не надейтесь на ничего хорошего, все равно ничего не будет. Все, девчонки, всем хорошего дня. Всем спасибо за просмотр, конечно же, за лайки, за комментарии. Я вам всем благодарна. Девчонки, вас загружаю всех. Да, всех туда загружаю. А я побежала. У меня дела, мне надо еще поставить тесто. Сделать ватрушку, у меня третий день лежит творог. Когда это я буду делать? Я сначала искупаюсь, наверное, пойду на Волгу с вами, девочки. Все, пишите комментарии, лечитесь, берегите себя и своих близких. Обязательно лечитесь, обязательно, если даже вы не болеете, делайте профилактику, обследуйтесь, ходите. Надо за здоровьем следить. Здоровье, его ни за какие деньги не купишь. Вот. Вы сами это хорошо все понимаете. С вами была я, Багира, на канале Дневник Багира. Впрочем, как и всегда, оставайтесь со мной. Всего вам добра, конечно, всего самого лучшего, что есть на планете Земля.